Доброе, недоброе утро, не знаю еще. Надо вставать, просыпаться. То опоздаю опять. Ой, я ненавижу просто по утрам вставать. Где мои тапки? Самое интересное, что я еще не собрал, в чем я буду идти сегодня в школу. У меня тут бардак в шкафу. Мне кажется, надо будет его снова разбирать. Надо выбрать шмотки. Еще я не дособрал рюкзак. Забыл проверить, зарядил ли я планшет. Ну, такие вот дела. Кровать я не заправляю за собой. Я вот такой вот плохой. Ну, еще я с собой ношу такой вот мешочек. Думаете, сменная обувь? Нет. Здесь футболка школьная. Вдруг попросят ее надеть. Бывают такие мероприятия, что у меня в портфельчике моем. У меня всегда бутылочка с водой пустая, потому что я ее там наливаю, чтобы не таскать лишнее. Пенал. В пенале ручка, карандаши. Вот как раз таки планшет. На нуле. Времени нету, уже тогда в школе заряжу. Что у меня еще? Я понятное дело, зарядка есть. И наушники. Вот так вот. Находка. Просто месяца это такой вот одеколон. Очень компактный. Ладно, давайте я выбираю шмотки и переодеваюсь. Ну а перед тем, как начать собирать шмотки, надо спросить погоду. Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Анталии плюс 20, весь день ясно. Сегодня осадков не обещали. Вечером плюс 18, а ночью плюс 12. Спасибо. Обращайтесь, Мадонна и Майкл Джексон начинали именно в это время. Послушаем музыку 80-х. Нет, спасибо. Вообще не настроение. Значит, получается, можно... Ненавижу собирать все это утром. Я пытаюсь вспомнить, что я вообще вчера носил. Алиса, какая была погода вчера? Нет данных о погоде в Анталии на это число. Разработчики Яндекс, разбирайтесь, что это такое? Почему она не знает погоду? К сожалению, ничего найти не получилось. Алиса, расскажи последние новости. Чтобы слушать новости, попросите меня рассказать новости из конкретного источника или выберите его в настройках. Для этого скажите мне в приложении Яндекс: «Алиса, настрой новости». Утром мне прямо этим хочется заниматься. Ну, Я обычно... хочу, чтобы вы проснулись и занялись делом. Вы же программист? Нет. Может быть, вы любите программировать роботов? При чем тут это? Вы хотели бы создать робота, Так. который умеет говорить? Не мешай мне собирать шмотки, я сейчас опять опоздаю. Обычно я включаю как раз таки музыку, и под музыку что-то там собираю. Какая-то латинская, если музыка будет, то... Меня в школе, я не знаю почему, он ругает именно за, вот, например, вот эту рубашку, что в ней такого, какие-то мотивы есть, причем она от турецкого дизайнера. Странная история. Свет. Включись, вот. Все. Блин, ну это странно выглядит, ну да, но я не могу собрать шмотки. Так. Когда я вообще прям не знаю, что носить, спасает серое худи. Да почему ты выключился свет? Знаете, потому что я вот эту дверь, она у меня была, не скрипит.
она была у меня открыта, поэтому как-то затупил. Серое худи. Так, Ачечи. Да, именно так надо приходить в школу. Вот так вот у меня утро начинается. Поэтому все дела важные я делаю вечером, а обычно ночью. Потому что я утром вообще не соображаю. Я сова. Ну, давайте уже до встречи. Уже спрашивали, что я ношу в чехле телефона. Это проездной хэштег студент лайф. Ну, а день у меня сегодня был относительно обычный. Просто написали экзамен по биологии и нас заходим. Решили вознаградить и отправить на экскурсию. Это мои милейшие одноклассники. Очень их люблю. Это мы едем по улочкам Анталии. Посмотрите, как красиво, пальмы, солнышко светит. Еще я обожаю авторскую музыку, вот клумбы, поэтому мне приходится озвучивать это. Мы приехали. В общем, приехали мы в такое место. А если быть точнее, это технологический инновационный центр Анталии. В общем, нас так разделили на группы изначально, кто на технологию пойдет, кто будет что-то делать из дерева. В итоге они делали самолетики, я забыл это подснять. Мы, конечно же, все были в предвкушении. Не знаю, на самом деле, как это связано с космосом, что нам обещали, но посмотрите, что нам дали. В общем, нам дали. Это воздушный змей будет. Сейчас прочитаю инструкцию, надо будет собрать и будем запускать. Так, все разделились по двое. Все, вот у меня уже получилось. Тут был вариант разделить на две или в одну вот этот хвостик. Я думаю, с одним хвостиком, из-за того, что он слишком длинный, так не полетит сразу и будет мешаться, зацепиться. Ох, как я тогда ошибался. Все, проходим. Сейчас выходим на улицу, будем запускать их, пробовать. Все, мы начали запускать их. Сейчас у меня будет попытка. Все просто в помощь. О, Дениза получилось. Прям хорошо летает. Сегодня такой ветер порывистый. Только что у меня летало. Все, и он у меня упал. Ну что за везение такое? Ну, в общем, она как-то вот так вот это летает. Думаю, с первого раза получилось. Да нет, это сколько тренировок, остальные просто сдались. Ну, взлетай. Давай. Давай, давай. Надо ветер еще поймать. Ну, у кого-то хорошо получается. Я в детстве, видимо, немного запускал воздушных змеев. Давай, Мелисса, молодец. Вот пошел дождь. Мы сейчас ждем наш сервис. Приедет автобусик. А вот я уже в школе. Отпросился в туалет. Телефоны не забрали. Поэтому с вами поговорю. В общем, куда нас возили? Ну ладно. Свозили, окей. Мы 20 лир сдали за сервис и все. В принципе, было интересно, кому как. Вот. Самое главное проводить время вне школы. Потому что в школе, вы понимаете, обычные уроки такая скукотища вообще. У нас должны были быть сейчас 2 немецких. Немецкий отменили, у нас сейчас будет английский. И он скажет наши оценки за экзамен. Узнаю, порадуюсь, может не порадуюсь. Но я, в принципе, уверен, что у меня там хорошая очень оценка. Вот такие вот. Так что я поднимусь в туалет. И так вот закончится у меня день. Это мое сейчас выражение лица. Я узнал оценку мою. Вы знаете, в тестовом задании у нас было много страниц. Я так затупил, сделал такую глупость. В общем, оказывается, на самой-самой последней странице сзади
Там был текст и еще задание на 15 баллов. В общем, вот так вот. В общем, все просто в шоке. Самый высокий балл у нас 84 в классе по английской литературе. Я вообще недоволен. Блин, как так можно было? Так бы у меня был самый высокий балл, у меня было бы, получается, 97 баллов. Представляешь? Ну ладно, поддержал весь класс и нашу общую статистику. Ну, экзамены по английскому у нас очень сложные, и у нас очень много часов. В неделю получается больше 9 часов английского языка, поэтому в общем балле, когда складывается, это самый важный предмет, важнее турецкого, математики, представляете? Поэтому это очень важная оценка, и это очень плохо. Обычно меня вот этот предмет выводил. O kadar kötü mü? Мы сейчас... Koydun mu? Koydun mu? Наши реакции просто это нечто. В общем, выходим так на каникулы, мы, значит, выходим. Ben ders çünkü dinlemiyorum, çalışmıyorum da. Забыл подснять, все, я вышел из школы. Меня мама забрала. Всем привет! Да, если мне не приходит сообщение, мама, меня забирать не надо, я еду, забираю, чтобы так было быстрее. Доставлен ребенок домой, глядишь, что-то полезное сделает. В итоге, приехав со школы, первым делом, что надо делать? Полежать. Правда, главное не заснуть, вы знаете, потому что если ты тем более не поставишь будильник, опа, бац, можешь просто проснуться, потом очень поздно вечером, а может даже ночью, и уже все, уже пора опять спать. И до следующего дня. Ой. Ну так вот, что вообще происходило у меня на этой неделе? У меня была неделя экзаменов. Я был максимально, на самом деле, прям, как сказать, не то ли на стрессе, нет. Просто как-то все равно выбивает из колеи вообще. Ты не ездишь гулять после школы, то есть вообще никак не проводишь время. Ну да, готовишься, там вспоминаешь вообще, что ты там проходил за вот эти вот месяцы. Ну, у нас, конечно, проверочные были работы, но за них оценки такой не выставляется. Это потом будет общая оценка складываться из того, что ты там написал. Ну, кстати, я сделал проект. У нас есть обязательно 2 проекта, надо было в начале года брать. И вот сейчас, получается, уже почти... В мае последние даты были их сдать, я сдал их раньше. Пока еще не знаю, приняли ли мои учителя их. То есть я у них спросил, то есть вы получили их? Они сказали, да, получили. Уже дальше там будут рассматривать они, потому что это такие большие работы, объемные. Самое легкое, на самом деле, это сделать презентацию. А самое трудное, это было по химии, реферат на тему болезни у водолазов. Вот, и рассказать со стороны химии, всего на свете, и вот это вот. Ну, конечно, все это с помощью интернета. Но она сказала, это надо будет еще в письменном виде распечатать, там около 20 страниц. Ну, слава богу, не писать. Потому что я знаю, что такое писать. Что у меня еще происходило? У меня был один день, когда я опоздал в школу. То есть я на 2-м уроке мы пишем, получается, экзамены каждый день писали. И у нас была математика. И математику я сегодня написал отдельно, там не собираю тех, кто опоздал, либо не пришел в тот день на экзамены. Но с меня справку не требуют, на самом деле это очень тут строго в этом плане, что на экзамен нужно приходить вовремя, иначе ты его не пересдашь, и у тебя будет очень низкая оценка, либо вообще не поставит гирмеди, не пришел, не получил вот этот экзамен. То есть это оценивается равно 0, и это очень плохо. Ну, они, конечно, такого не делали. Я попросил учителя, можно я как бы вот сдам его. Написал очень среднее, потому что задания поменялись. То есть то, что мне рассказывали одноклассники, что у них там было совершенно другое.
Но все равно что-то нарешал. Ну, в итоге получилось. Оценку не хочу говорить, потому что это очень субъективно. По сравнению с классом это окей. По сравнению с математическим классом у нас больше математики там, а я в Б-классе учусь, где больше языков, то это не очень. Ну, математика, конечно, царица наук, но мне что-то она вообще туго дается. Еще что у нас изменилось-то? Я вот так вспоминаю, ну реально, на самом деле каждый день похож на другой. И что-то вот, какое-то вот депрессивное состояние, усталость от этого всего. Не знаю, я вот сейчас полежу, пройдет, надеюсь. Поем, и надо будет дальше помогать, работать, доделывать домашки. Вот такие вот дела. Ну, хоть погода лучше стала, хоть дождик пошел, но все равно он быстро закончился. Я там кадр вставлял, это мы ждали одну одноклассницу, которая утащила с собой ножницы. Я не знаю, как она это сделала. Ну, в общем, она относила туда. Вот так вот. Еще хочу показать, что у меня нового в жизни. Представляете, целый месяц прошел с момента того, как я первый раз надел линзы. В общем, вчера у меня был дикий стресс, потому что, нет, я не перестал видеть, просто у меня начал чесаться правый глаз, и я решил снять линзу. В общем, кое-как ее достали, то есть я сам не смог изначально достать. Вот это старые, все, их надо уже выкинуть. Месяц походил, все отлично, глаза все прекрасно с ними не отвалились. В общем, они вот в таких вот растворчиках, это все уже надо будет выкинуть. У меня минус 2,5 мне линзы прописали. Вот ты достаешь одну штучку и пытаешься надеть. У меня получилось прям с 50-й попытки самому вот правый глаз. Левый был с помощью. Вы слышите это? Какие ветра гуляют. Смотрите, как там шатается флаг. Просто его мотает направо, налево. Вот тебе весна. Когда уже потеплеет-то, потому что реально ветер очень холодный. Плюс 20 градусов, светит солнышко, да, на солнышке можно и загорать. Ну что-то прям очень прохладно. С одного места в другое место посидеть. Ну вот насчет линз. Смотрите, глаза, вот белки белые. У меня вчера правый просто был весь красный. Это, видимо, из того, что я его как-то расчесал. Что-то не получилось. Ну да, у меня глаза блестят из того, что видно, что на них линзы. Ну, то есть нормально. У меня вчера прям мини-паника случилась. Я такой говорю маме с папой: так, что-то происходит. На ночь глядя, знаете, все всегда самое плохое происходит на ночь глядя. Ну, хорошо, что все обошлось. Ну, а вечером я сходил с подружкой Дашкой посидеть в кафе. В общем, вот так вот закончился у меня вечер. В общем, как-то так сейчас выглядит моя комната. Приступаю к картине. Американо. Ой, вы не обращайте внимания, тут у меня нашел такое место. Сушится халат, потому что на полотенцесушителе не осталось места. Надо сначала открыть тебя, мой дорогой. На самом деле они куплены, вот 3 штуки было давно. У меня планировалась другая работа, но я что-то подсел на масло. И сейчас думаю тебя открыть. Давай, мой дорогой. Опа. Самое приятное. Конечно же, если бы этого не произошло, то было бы все идеально, да, жизнь? Вот 35 на 35. Квадратик. Буду приступать. Нашел вот такое вот стекло. На нем буду смешивать краски. Конечно, оно маленькое, но думаю, хватит. В общем, инсайт дня. Чтобы кисточки, вот видите, как они вот после работы с маслом стали твердыми, ты просто берешь
макаешь в оливковое масло, и все. И видите, какие они мягкие. Такие же пружинистые становятся. Вот так вот. Сейчас сюда налью разводилку, чтобы он быстрее. Пишу я по технике Караваггио. Это когда ты заполняешь все вот таким вот цветом, коричневый, к примеру. А потом уже начинаешь вырисовывать, допустим, портрет. Я сейчас буду заниматься разгребанием своего балкона. Посмотрите, просто какой здесь, извиняюсь за слово, срач. Всем хорошего дня. Ну а вы не забывайте ставьте лайки, подписываться на канал, чтобы поддержать мой начинающий канал. Да? Да, цыпа? Ну, да.